Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы с вами приготовим быстрый ужин. Очень простое экономичное блюдо. Макароны с куриными сердечками. Кто-то скажет, ну удивило. Отварил макароны, обжарил сердечки, вот тебе и ужин. Ничего подобного. Я покажу вам абсолютно другой способ приготовления. Макароны получаются гораздо вкуснее, чем если их отвариваешь в кастрюле. Давайте быстрее приступим. У меня в чашке 400 грамм куриных сердечек. Я уже срезала с них лишние жир и сосуды. Теперь нужно каждое сердечко порезать пополам. Вот таким образом. Две половинки, чтобы получилось. Сердечки порезала. Половиночки такие получились. Отставляем пока в сторону. Сейчас нам нужно нарезать лук. У меня вот такая половина от большой луковицы. Ну или одну такую среднюю луковицу. Резать можете так, как вы любите. Можете резать полукольцами, можете соломкой. Я люблю помельче порезать, поэтому режу мелко. Нарезала лук, отставляю в сторонку. Теперь нужно натереть одну морковь. У меня морковь крупная. Если у вас морковь мелкая, возьмите две. Натираю на крупной терке. Можно, конечно, порезать соломкой или полукольцами нарезать. Но мне не нравится, когда на зуб попадает кусочек вареной моркови. Поэтому я всегда ее натираю на терке. Морковку натерла. И это все предварительные работы, которые нужно сделать. Делается это все очень быстро, минут за 5-7. Теперь идем к плите и начинаем обжаривать по очереди ингредиенты. Наливаем на сковороду примерно 4 столовые ложки подсолнечного масла. И отправляем на нее лук. Обжариваем лук до слегка золотистого цвета. Главное не пережарить. Далее отправляем морковь. Перемешиваю вместе с луком и даю слегка обжариться. Теперь отправляем сердечки. Перемешиваем все. Наливаем 300 мл воды. Добавляем пол чайной ложки соли. Перемешиваем. Закрываем крышкой и 20 минут примерно тушим до готовности. Минут через 15 можно открыть крышку и ждать, пока выпарится вода. То есть обжаривать до тех пор, пока не исчезнет жидкость. Ну вот, вода практически выпарилась. Теперь в серединку кладем либо 2 столовые ложки томатной пасты, либо протертые томаты из банки. У меня половина стандартной банки, 430 грамм. Отправляем. Перемешиваем с сердечками. Далее наливаю 900 мл воды. Немножко размешаем, чтобы все разошлось в воде. Сейчас с этой водой будем делать что-то вроде соуса. Конечно, позже эта вода выпарится, но вкус соуса останется. Еще пол чайной ложки соли отправляю. Перчика. Чайную ложку сахара. Размешаю слегка. Надо все, друзья, пробовать. Каждый раз по-разному количество сахара. Соли чайная ложка, это обязательно. Больше соли не нужно. А вот что касается перца, сахара, это по вкусу. Чтобы соус был такой пряный, как маринадик, добавляю 2/3 чайной ложки 9% уксуса. Теперь последний ингредиент. Макароны. У меня вот такие завитушки, полкилограмма. Отправляем их в сковороду. Перемешаем их с нашим соусом. Накрываем крышкой и варим до готовности. Отверстие оставляем, чтобы вода испарялась.
На это уйдет примерно 10 минут. Периодически подходим, перемешиваем и пробуем макароны. Возможно, у вас будут макароны, которые быстрее приготовятся. В любом случае, выпаривать жидкость вообще в ноль не нужно. Немножко нужно оставить, чтобы влажные такие макароны были. Вот, друзья, я из сковороды переложила макароны с сердечками в кастрюльку стеклянную, в которой будут они какое-то время стоять в холодильнике. Посмотрите, полчаса и легкий ужин готов. Макароны варились прямо в соусе, то есть никакие микроэлементы в воду не ушли. Вот говорят, когда отвариваешь макароны, воду выбрасывать не надо, в ней много микроэлементов. У нас все микроэлементы остались в макаронах. Легкое, вкусное, быстрое блюдо. Я желаю вам, друзья, приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение о моей работе. Я всем желаю здоровья, счастья. До встречи на моем канале.